Всех приветствую на канале. Сегодня я делаю вот такую красивую елочную игрушку. Часики медальон. То есть это не круглый шар, плоский шар. Кому интересно, присоединяйтесь. Так, мне понадобится разъемная форма медальон. Или еще называют плоский шар. Диаметр 9 сантиметров. Если 11 сантиметров, 10 сантиметров будет еще лучше, но у меня не оказалось. Круг из пластика или кардона, диаметр должен быть чуть меньше, чем наша заготовка, и вот так вот чуть-чуть должна входить она туда. Вот такая у меня лепнинка, вот с такого молда выливала я с жидкого пластика. Две вот такие коронки, которые будем оформлять наш верх. Ну а эта лепнина, не знаю, пригодится или нет, на всякий случай положила. Кисточка. И к ней я хочу еще одеть дополнительно бусинку. Вот такой у меня брелок с часиками. Можно использовать и декупажную карту, или любые подручные материалы. Можно сделать вообще в виде трафарета. То есть у кого что есть. Так, вот это я буду снимать. Цепочка мне, естественно, не нужна. Сняла я цепочку. Необходима мне будет краска для того, чтобы окрасить лепнину. Так, еще необходим бархат. Чуть я хотела сначала серого делать, потом все-таки решила взять черный для контраста, потому что у меня будет с серебром. Думаю, серое на серое будет блекловато смотреться, поэтому для контраста беру черный бархат. Ну и, конечно, пригодятся стразы, какие-то отделочные материалы. Там буду уже смотреть по ходу. Для начала я хочу покрасить лепнину. Пока она будет сохнуть, я буду обтягивать заготовки бархатом. Обтягивать бархатом я буду одну только половинку, у которой вот здесь на внешней стороне ступенька. Так, вот эти штучки мне надо удалить. Они мне будут мешать. Аккуратненько, чтобы не повредить заготовку. Удалять их буду с обеих половинок. Так, беру два кусочка ткани. Один, чтобы обтянуть вот эту нашу заготовочку. Так, и второй для половинки медальона. Так, кусочек, не знаю, 15 на 15 где-то, наверное. Обтягиваю стандартно, натягивая ткань и приклеивая клеевым пистолетом.
Закрепила по 4 сторонам. Теперь натягиваю все остальное. Натягиваю так, чтобы нигде не было складочек. Заготовочка готова. Надо натянуть ее так, чтобы здесь не было никаких ни складочек, ни зажимов, ни сгибов, чтобы все было ровненько. Так это просвечивает серединка. Так, теперь второе. Нам нужно обтянуть вот этот круг бархатом. Можно, конечно, и пистолетом его натягивать, но я думаю, более удобно будет ниткой. Наживить и стянуть. Бархат вырезаю чуть больше, чем сама заготовочка. Хорошо стянули. Главное, чтобы у нас окружность не деформировалась. И закрепляем. Заготовочка готова. Проверяем. Чтобы она у нас хорошо садилась. И потом не мешала склейке сверху второй половинкой. Так, теперь я хочу эту круглую заготовочку сразу отделать. Лепнинка моя высохла. Она, кстати, была чуть больше. Я вот здесь вот хвостики подрезала, чтобы она хорошо вписалась в круг. И немножко ее декорировать нужно будет. Так, теперь нужно хорошо выровнять и приклеить нашу лепнинку. Так, теперь посерединке я хочу приклеить циферблат. Так, надо выровнять 12,6. И приклеиваем. Выравниваю. Проверяю. Сидит все крепенько. Теперь буду клеить стразы.
Так, а сюда наклею чуть поменьше. Сюда тоже стразы наклею. Теперь по окружности хочу приклеить стразовую цепочку. Так, еще у меня есть вот такие стразики, каплевидные. Тоже их хочу наклеить местами. Ну так получилось. Сейчас хочу еще небольшую россыпь меленьких страз здесь по черному бархату налепить. Хочу еще стрелочки немножко подчеркнуть. Стразами боюсь. Сейчас попробую серебряным контуром. Он усохнет, останется только серебро. Серебряная полосочка. Можно, наверное, вот здесь немножко пройти. Хоть краска, она с металлическим блеском, с переливом. Тоже можно, наверное.
Так, ну все, циферблат я полностью подготовила, стрелочки пока сохнут. Так, надо заняться теперь кисточкой и подвеской. Так, теперь делаю подвес. Складываю ее так, чтобы это было вот так. И завязываю узелок. Теперь к обтянутой половинке нам нужно приклеить подвес и кисточку. На кисточку я одела бусинку. Так, нужно приклеить ее. Нужно приклеить ее ровненько, чтобы был верх-низ. Здесь немножко оставляю тесьмы свободной, чтобы кисточка не жестко вот так стояла, а немножко крутилась и вертелась и не спадала. Так. Так, смотрим. Теперь весь циферблат нужно приклеить вот к этой половиночке. Четко нужно вымерить верх и четко вымерить низ с кисточкой. Так, сильно не подхожу к краям, чтобы нигде не вылезло. Так, и приклеиваю. Так, все приклеилось, все красивенько. Теперь нам нужно вторую половинку. Я, кстати, убрала вот эту штучку. Теперь нам надо ее аккуратно приклеить. То есть свои часики мы накрываем прозрачной крышечкой. Клеить я буду не клеевым пистолетом. Вот этим клеем аккуратненько наношу. На край.
Так, теперь корона. На короне мне вот здесь мешали завитки. Я их кусачками откусила. Примеряем, чтобы теперь приклеить. И с обратной стороны тоже. С обратной стороны. То есть у нас вот так будет две короны. Потому что с этой стороны корона некрасивая. Бантом можно закрывать. Ну или две короны просто сделать. Так, и потом они между собой будут приклеиваться и приклеиваться к игрушке. Так вроде ровненько садится. Тогда начинаю приклеивать их. Так, здесь главное правильно отцентровать, чтобы все было ровно. Клей буду наносить на вот эту торцевую сторону лепнины. Так, и теперь с изнаночной стороны. Так, сначала мне надо ровненько вот здесь тесемочки подклеить, чтобы они не болтались. Так, и теперь примеряю обратную сторону короны. Так, теперь мне нужно ее совместить, чтобы она вот здесь склеилась вся хорошо. Между собой склеилась и еще приклеилась к игрушке. То есть аккуратненько надо. Так, ну, села отлично. Так, села отлично. Так, теперь надо думать, чем отделать боковинки. Мысль была вот такой лентой отделать. Или все-таки цепочки со стразой. Так, может быть, я даже вот здесь вот так отделаю. В круговую, не в круговую, вернее. А вот здесь, скорее всего, пущу стразовую цепочку, чтобы здесь вот немножечко прикрыть, что не очень красиво смотрится. Так, это лента с термоклеевыми стразами. Она плавится. Сейчас клеевым пистолетом, когда будем наносить клей, эта основа, она тоже подплавливается. Надо будет аккуратно, она очень хорошо будет растягиваться, чтобы сильно не потянуть. Так, кончик. Так, вот здесь загоню под узор. Так, и клеить буду вот здесь. Видите рисунок на пластиковой штучке, чтобы было ровненько. Буду клеить по ней. У этой ленты, помимо вот этих камней и страз посередине, еще идет хорошая такая
цепочка подчеркивающая по краям, поэтому необходимости что-то еще клеить нет. Так, здесь кисточка, поэтому я хочу аккуратненько ленту разрезать и обогнуть кисточку. Клею короткими шажочками, не торопясь. Так, здесь тоже чуть-чуть мне надо будет загнать под лепнину. Угу. Так, здесь я испачкала немножко. Так, теперь это надо подклеить. Так. Так, теперь вот в эту часть я сейчас приклею стразовую цепочку. Так, и она вот так вот тихонечко соединится с термоклеевой здесь лентой. То же самое делаю сзади. Так, закончила. Здесь тоже практически ничего не заметно. Отлично. Так, сюда приклею крупный страз.
в огранке. И еще несколько стразинок. Сюда приклею стразинку поменьше. Кабошончик. Я все-таки решила немножко лепнины здесь добавить внизу. Так, я взяла лепнинку, опустила ее в кипяток, она разогрелась, приложила, и она приняла форму поверхности, а потом я уже ее покрасила. Сейчас, наверное, сюда и приклеим. Так, здесь я уже стразы добавлять не буду. Пройду немножко, просто с серебряным контуром. Часики-медальон закончены, готовы. Вот такая красота получилась. Если есть вопросы, пишите. А на сегодня все. Всем удачи и пока.